Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Анатолий Богданов. Сегодня я бы хотел вам рассказать о том, как автоматизировать вашу поставку, как автоматизировать поставку NuGet пакетов в репозиторий. На наших проектах мы встречаемся с такой проблемой, когда у нас накапливается опыт, то есть накапливаются какие-то разработки, мы делаем свои собственные фреймворки, и эти фреймворки мы бы хотели, собственно, использовать в наших проектах. То есть Влад показал, как это решается при помощи NuGet пакетов. Но, опять же, руками собирать постоянно NuGet пакет, обновлять версию. Это, скажем так, немножко рутинная задача, которую мы можем автоматизировать. Немножко о себе. Я SharePoint-разработчик компании Smart Business. Работаю с .NET платформой, SharePoint платформой более 3 лет. Есть несколько сертификаций. Магистр в области программной инженерии. Итак, сегодняшнее выступление я построю на платформе Azure DevOps. Мы будем использовать Azure Repos, Azure Artifacts и Azure Pipelines. Собственно, в наших проектах мы тоже их используем, поэтому было бы, наверное, правильно поделиться с вами опытом использования в реальных проектах. То есть прежде чем начать автоматизировать процесс публикации проектов, нам необходимо иметь наш исходный код в Azure Repos. Это вы можете сделать, перейдя в Azure DevOps, Repos, и, собственно, там либо импортировать новый репозиторий, либо создать новый репозиторий. То есть как вам будет удобно, какой у вас сценарий, в зависимости от ваших сценариев. После этого в Azure Artifacts вам необходимо создать новый фид. В нашем случае это будет NuGet feed. Там дальше покажу. То есть возможность создать для Maven, есть возможность для NPM создать. То есть, например, для фронтенд разработчиков, наверное, было бы удобнее использовать NPM. Собственно, создать новый билд, перейдя в Azure Pipelines. По умолчанию рекомендую использовать .NET Desktop шаблон. Добавить задачу для упаковки наших решений в NuGet. Тоже покажу, расскажу. Добавить задачу для публикации нашего пакета в feed. Дальше получить нам необходимо сам адрес для подключения к этому фиду и настроить нашу Visual Studio для того, чтобы можно было получать извне, скажем так, из веба наш NuGet пакет. То есть не локальный сценарий, как показывал Владислав, а через веб. Ну и, собственно, само получение. Так, демо. Допустим, у вас уже есть Azure DevOps, у вас уже есть необходимый проект, и у вас уже есть необходимый проект разработки на Git. В моем случае мы уже подготовили это AppLogger. Дальше, что нам необходимо? Нам необходимо перейти в Azure Pipelines, создать новый билд. Так как наш репозиторий находится на Azure DevOps, мы выбираем Azure Repos Git. По умолчанию уже стоит, подтянулся наш репозиторий, который здесь и находится. Выбираем ветку. Нам доступна только одна, мастер. Собственно, выбираем шаблон по умолчанию для нашего flow. Это будет .NET Desktop. Для нашего сценария мы уберем публикацию символов, копирование файлов, так как нам нет в этом необходимости большой.
мы эти шаги просто выключим. Добавляем новую задачу. Меню гета. Переходим в нее и выставляем команду pack, так как нам необходимо запаковать наше решение. Мы будем нацеливаться на все возможные CS-проекты, которые у нас есть. В нашем случае в проекте он всего лишь один. Дальше мы можем, если есть необходимость, если, например, у нас не создан NewSpec файл, мы можем через Azure Pipelines включить версионность. По умолчанию есть несколько преднастроенных параметров. Мы можем либо использовать дату и время, и здесь же вручную обновлять это все, поднимать нашу версию, либо использовать переменные среды. То есть там, где будет запускаться наш билд, там по факту и будет оттуда и браться сама переменная. Вот. Или же использовать номер билда. В моем случае у меня уже есть NewSpec пакет. Собственно, Владислав мне его подготовил. Так что версионность я буду вести через нее. То есть, если мне необходимо будет поднять версию, то я буду обновлять ее в исходном коде. После того, как мы создали задачу на упаковку, мы добавляем задачу на сам push NuGet, на публикацию. Выбираем push. На данный момент у меня есть несколько преднастроенных фидов, но так как все-таки показываю демку, я вам покажу, как его создавать вручную новый. Переходите в Azure Artifacts, выбираете New Feed. Давайте назовем его SmartTalks. И нажимаем, собственно, «Создать». В итоге у нас получился фид, куда мы можем заливать наши артефакты. В нашем случае это будут NuGet пакеты. Нацеливаем нашу задачу на данный фид. Вот он. В принципе, готово. Можем запустить наш первый пайплайн. При запуске пайплайна вы можете выбрать, на каком агенте будет запускаться, собственно, ваш пайплайн. По умолчанию сама Azure DevOps, она имеет уже преднастроенный пул агентов. Это Hosted VS 2017 вы можете выбрать. Но там ограниченное количество времени на сборку. То есть там в месяц доступно 200 минут, где-то так примерно. Да, это в бесплатном варианте. Вот. В наших решениях мы, конечно, собираем на наших же машинах, потому что есть некоторые зависимости, которые мы подтягиваем оттуда. Собственно, оставляем все как есть. Сохраняем, запускаем. И первый билд пошел.
пока он собирается, есть вариант у Microsoft, как можно использовать Azure Artifacts при настройке CI/CD, то есть именно даже при CD, то есть Continuous Delivery, Deployment, если вам необходимо сделать. Все ваши артефакты, которые в итоге у вас получились, вы можете публиковать в Artifacts и потом по факту нацелить ваш релиз-менеджмент на то, чтобы он брал сами данные из Azure артефактов. То есть раньше это все выполнялось через пайплайн, когда у вас получался дроп, и вы с дропа брали уже сами артефакты. Сейчас мы рассмотрели формат, где я закоммитил код, но или Влад закоммитил код, он забилдился на Azure и сделал. Да. Когда вы у себя билдите, то что вы пушите всегда? Если я билджу, Ну, когда у себя билдите, сказали, внутри компании мы билдим у себя, чтобы не тратить время, и что в артефактах пушите. смотрите, так как мы находимся в Azure Artifacts, Azure DevOps точнее, по факту хранилка одна и та же, процесс выполняется как бы на разных машинах, но тем не менее все равно он ложит как бы в одно и то же место, то есть туда же в артефакты. Вот. И дальше мы из этих же артефактов, из фида мы подхватываем к себе изменения. Просто фит обновится, и остальные видят, что там. Да, да. Так. Пока выполняется билд, я предлагаю настроить подключение. Ладно, вышли из Visual Studio. Да, есть маленький нюанс. С новой версией NuGet необходимо указывать атрибут license. Раньше вместо license указывался там license URL. Данная ошибка, которая сейчас возникла, она указывает на то, что у вас старая версия NuGet. То есть необходимо ее поднять до 4.9. В нашем случае мы сейчас так и поступим. Переходим в нашу задачу, там, где происходит получение NuGet пакета, и поднимаем ее до 4.9.2. Ой, не туда. И, собственно, заново запускаем. Пока идет билд, сейчас мы посмотрим, есть ли здесь Visual Studio. Visual Studio нет. Хорошо. Тогда просто перейдем в артефакты.
Пока выполняется билд, я хочу вам показать, как настраивается само подключение к фиду. То есть вам необходимо перейти в ваш фид, в нашем случае это будет SmartTalks, и, собственно, нажать на кнопку Connect to Feed. В итоге вам отобразится сам URL, который вам необходимо будет ввести в Package Manager. То есть как Влад настраивал локальный путь, точно так же настраивается и сам путь на сервер, скажем так, где будут находиться ваши пакеты. То есть вам необходимо использовать именно вот этот вот путь. Посмотрим, идет ли наш билд, еще идет. Опять же, если у вас есть NuGet пакеты, которые вам необходимо, так сказать, залить, да, то есть на сам сервер опубликовать, то, собственно, Microsoft предоставляет в этом же окне информацию о том, как это можно сделать. Нажимая на данную ссылку, вы получаете zip-архив. Где есть сам NuGet.exe, Credentials Provider. Ну и при помощи следующих команд вы можете выгрузить ваш пакет в данный NuGet feed. Где в качестве сорсов вы указываете пути на ваш NuGet пакет. Вот, ну и, собственно, потом получаете уже NuGet пакеты в самом фиде. Ключи тут, на самом-то деле, тут все что угодно можно подставить. Сейчас я вам покажу. По этому поводу у Microsoft тоже есть статья, там, где этот нюанс описан. Пад. Ну, собственно, вот. Так, что там наш билд? О, билд как раз завершился. Можем обновлять. Вуаля. Мы получили в нашем фиде NuGet пакет. Ну, собственно, дальше, то есть при помощи данной ссылки, которую я ранее показал, мы настраиваем через Package Manager наш источник, подключаемся к этому источнику, и у нас уже будет отображаться NuGet пакеты, которые мы можем к себе установить. Вот. В принципе, на сегодня у меня все.